Трусы, подонки, бумажный тигр. Это не речь Жириновского и не брифинг МИД России. Это новое обращение Трампа к союзникам по НАТО. США ударами закапывает в горах хранилища иранских ракет. Иран запускает новые модели ракет по Израилю. Франция захватила еще один российский танкер под чужим флагом. Команду дал лично Макрон. А отпуск теперь на даче. Из-за войны с Ираном сокращаются туристические маршруты. Самолеты ставят на хранение. Хорватия восстановила службу по призыву. Первые срочники дали присягу. Мусульмане отмечают Ураза-Байрам. Как проходит праздник в разных странах мира. BTS возвращается на сцену. Перед первым концертом в Сеуле меры безопасности, которые даже Трампу не снились. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Новый пост в соцсетях от президента США Дональда Трампа, который, вероятно, будут цитировать в учебниках истории. Трамп заявил, что задача сдерживания ядерного Ирана в военном смысле уже решена, и резко раскритиковал союзников по НАТО за отказ участвовать в открытии Ормузского пролива, назвал их трусами и добавил, что Альянс не способен действовать без США. Без США НАТО — это бумажный тигр. Они не хотели вступать в борьбу против Ирана, обладающего ядерным оружием. Теперь эта борьба выиграна в военном отношении, и для них это практически не представляет опасности. Они жалуются на высокие цены на нефть, которые им приходится платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив, простую военную операцию, которая является единственной причиной высоких цен на нефть. Им так легко это сделать, с таким минимальным риском. Трусы. Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию официального представителя Корпуса стражей Исламской революции Али Мохаммада Наини. Он был убит в ночь на пятницу в ходе точечной операции ВВС Израиля по информации Омана. Наини последние 2 года отвечал за распространение пропаганды Корпуса стражей Исламской революции. США нанесли удары по объекту Ирана в Хаджи-Абаде. По данным военных, поражены входы в тоннели комплекса Хаджи-Абад Caverns. Иранские подземные ракетные города, созданные для защиты ракет, превращаются в ловушку. Точные удары США и Израиля постепенно запечатывают базы, включая Хорг, Хаджи-Абад, Джам и Хормудж, фактически блокируя ракеты внутри. После 12-дневной войны в июне 2025 года Иран начал развивать новые укрепленные ракетные базы, в том числе в районе Хаджи-Абада. Эти комплексы, возможно, стали первыми специально предназначенными для твердотопливных баллистических ракет и отличаются от ранее известных ракетных городов. Хотя часть баллистических ракет остается мобильной, Тегеран продолжает размещать их в стационарных укрепленных шахтных пусковых установках, усиливая защиту стратегических вооружений. Иран запускает новые ракеты на фоне углубления кризиса. Корпус стражей Исламской революции заявляет об отсутствии дефицита ракетных запасов. На видео, опубликованном агентством ВАНА, видно, как Иран в ночь на пятницу запустил серию ракет из неизвестного места, в то время как Израиль и Иран обменялись новыми ударами. Это произошло на следующий день после того, как Тегеран нанес удар по израильскому нефтеперерабатывающему заводу. И после того, как президент США Дональд Трамп предостерег Израиль от дальнейших атак на иранское шельфовое газовое месторождение, расположенное на границе с Катаром. Израиль нанес удар по Тегерану, нацелившись на инфраструктуру иранского террористического режима, говорится в кратком заявлении военных, в котором не приводятся подробности. Иран выпустил по Израилю целый ракетный залп, сообщило израильское военное командование, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве. А по всему городу раздались взрывы от зенитных ракетных комплексов. Представитель Корпуса стражей Исламской революции Ирана заявил, что производство ракет продолжается даже в военное время, добавив, что иранская ракетная промышленность в этом году демонстрирует высокие показатели и нет никаких опасений по поводу производства или запасов. Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны конфликта в Персидском заливе обеспечить стабильные и бесперебойные поставки нефти. Заявления прозвучали после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил в четверг, что Соединенные Штаты, пытаясь сдержать рост цен на нефть, могут снять санкции в отношении иранской нефти, застрявшей на танкерах в море. Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций. Мы глубоко обеспокоены сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке. Все стороны должны немедленно прекратить военные действия, предотвратить дальнейшую эскалацию и избежать дальнейшего нарушения глобального экономического развития, вызванного нестабильностью в регионе. Энергетическая безопасность имеет решающее значение для мировой экономики, и все стороны несут ответственность за обеспечение стабильных и бесперебойных поставок энергоносителей.
Нынешняя эскалация конфликта на Ближнем Востоке, сопровождающаяся продолжающимися боевыми действиями, не только подрывает мир и стабильность в регионе, но и напрямую влияет на международную энергетику, финансы, торговлю и судоходство. Это наносит ущерб общим интересам всех стран. История и нынешняя реальность неоднократно показывали, что сила не является способом решения проблем, а военные столкновения лишь порождают новые конфликты. Заинтересованные стороны должны как можно скорее прекратить военные действия и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Китай продолжит выступать посредником в вопросе прекращения огня и прекращения боевых действий с целью скорейшего восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выражает солидарность с партнерами из Персидского залива на фоне ударов Ирана по энергетической инфраструктуре региона, которые удвоили цены на нефть и газ по сравнению с довоенным уровнем. На саммите в Брюсселе фон дер Ляйен объявила о более чем 450 миллионах евро гуманитарной помощи Ближнему Востоку и предупредила, что кризис создает растущие риски далеко за пределами региона. Президент Европейского совета Антонио Кошта призвал к максимальной сдержанности и защите ключевой инфраструктуры, особенно энергетической. Напряженность привела к фактическому закрытию Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и СПГ, подвергая европейский рынок сильной волатильности. В то же время фон дер Ляйен отметила готовность ЕС к возможному росту миграционных потоков. Ситуация в регионе крайне серьезная. Она вызывает сильную нестабильность, страдания и растущие риски далеко за пределами самого региона. Именно поэтому нам необходима деэскалация и максимальная сдержанность, защита гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. И я хочу сказать несколько слов о наших партнерах и друзьях в странах Персидского залива и в более широком регионе. Мы солидарны с ними и поддерживаем их дружбу. Европейский Союз оказывает им поддержку. И только на этой неделе комиссия объявила о предоставлении более 450 миллионов евро гуманитарной помощи для региона. Мы также обсудили миграционные аспекты кризиса. Пока мы не наблюдаем миграционных потоков в сторону Европы, но мы должны быть готовы. Мы не допустим повторения ситуации 2015 года. Мы извлекли уроки прошлого, и сегодня мы лучше подготовлены. У нас более надежные внешние границы и более сильные агентства. У нас есть прочная правовая база, пакт о миграции и предоставлении убежища. Мы укрепили партнерство с соседями в регионе. И, что самое важное, мы едины как европейцы. Мы знаем, что, действуя вместе, мы сильнее. Что касается событий в Иране и на Ближнем Востоке, Европейский Совет продолжает призывать к деэскалации и к максимальной сдержанности, а также к защите гражданских лиц и важной инфраструктуры, особенно энергетической. Европейский Союз стоит на стороне народа Ливана и его правительства и требует прекращения военных действий. Кремль опять заявил, что ЕС якобы наносит ущерб собственным интересам, придерживаясь плана прекратить импорт российского сжиженного газа к концу года. Россия намерена искать новые рынки для экспорта СПГ и других энергоносителей. Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила приверженность блока четким целям по прекращению импорта, несмотря на рост цен из-за войны на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в таком Россия сосредоточится на более выгодных рынках. Каких именно, не уточняется. Послушайте, Россия должна и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам и ее выгоде. Если будет признано, что альтернативные рынки, новые растущие рынки, которые сейчас очень нуждаются в энергоресурсах, и в газе, в сжиженном, и в нефти, и в нефтепродуктах, если эти рынки будут более привлекательны, то, разумеется, полная ориентация будет на эти рынки. Европейцы продолжают стрелять себе в ногу, точнее, они даже не понятно, в ногу своих избирателей. И сейчас уже очевидно, что, конечно, европейские избиратели дальше голосовать за этих людей не будут. Это вот уже сейчас даже понятно. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французский флот в Средиземном море задержал нефтяной танкер «Дейна», который, по его словам, входит в состав российского теневого флота. По данным французских властей, судно под флагом Мозамбика следовало из российского порта Мурманск и, возможно, использовало подложный флаг. Операция проводилась совместно с британскими союзниками, а военнослужащие ВМС Франции поднялись на борт танкера. Макрон подчеркнул, что такие суда, обходящие международные санкции и нарушающие морское право, действуют как военные спекулянты, стремясь получать прибыль и финансировать военные действия России, и заявил, что Франция не позволит этому продолжаться. При этом кризис вокруг Ирана не отвлечет страну от поддержки Украины. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Иерусалим с внеплановым визитом
и провел переговоры с израильским коллегой Гидеоном Сааром. Это произошло сразу после его поездки в Бейрут, в рамках попыток снизить напряженность и добиться прекращения огня в Ливане. В центре обсуждений региональная безопасность, гуманитарная помощь и деэскалация конфликта на Ближнем Востоке. При этом Израиль пока отвергает предложение Бейрута о прямых переговорах, считая его запоздалым и недостаточным. Власти Ливана заявляют о готовности к диалогу, однако опасаются, что давление на Хизбаллу может привести к внутреннему конфликту. На этом фоне боевые действия продолжаются, а дипломатические усилия пока не дают быстрого результата. Я приехал сегодня не для того, чтобы обещать немедленное прекращение боевых действий. Это не в руках Франции, страны, не являющейся стороной этих конфликтов. Нет очевидного краткосрочного выхода из продолжающейся региональной эскалации, которая в некотором смысле разворачивается с 7 октября 2023 года. Но это ни в коем случае не должно служить предлогом для бездействия. Франция не придерживается дипломатии выжидания и смирения. Напротив, наша обязанность с сегодняшнего дня работать над созданием основ прочного политического решения, которое положит конец войнам, в которые Ливан и Израиль были втянуты слишком долго. Я обсудил с ливанскими властями, как и с израильскими, проблемы, создаваемые этой войной, и необходимость поиска долгосрочного решения, которое не может быть исключительно военным. Ливанско-израильская история постоянно демонстрирует, что военные операции, даже если они тактически кажутся успешными, с трудом приносят долгосрочные выгоды в области безопасности, если они не являются частью политической и дипломатической стратегии. В этой связи я вновь выразил своим израильским собеседникам наши опасения по поводу перспективы наземной операции значительного масштаба и продолжительности, имеющей серьезные гуманитарные последствия и неопределенные стратегические результаты. Чтобы выйти из войны, рано или поздно потребуется заключить соглашение, как мы это сделали с нашими американскими партнерами, для прекращения предыдущего конфликта между Израилем и Хезболлой в ноябре 2024 года. На фоне войны США и Израиля против Ирана меняется карта туристических потоков перед пасхальными праздниками. Путешественники пересматривают планы из-за рисков безопасности на Ближнем Востоке. По данным аналитиков Мабриан, спрос смещается. Вместо стран Персидского залива туристы выбирают более стабильные направления. В первую очередь юг Европы. Испания уже фиксирует рост интереса. Курорты и города готовятся к наплыву туристов. Следом идут Италия, Греция и Марокко. Когда мы наблюдаем такое перераспределение спроса в глобальном масштабе, мы видим, как потенциальный спрос, ранее ориентированный на страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, теперь смещается, скажем так, в сторону более безопасных с точки зрения восприятия направлений. И наибольшую выгоду от этого на данный момент получают страны Средиземноморья. Испания становится страной, которая принимает наибольшую долю этого перенаправленного спроса. За ней следует Италия, Греция, а также Марокко показывает очень хорошие результаты с точки зрения роста с начала конфликта. Конфликт серьезно ударил по авиации. Закрыто воздушное пространство над регионом, рейсы отменяются или идут в обход на тысячи километров. Это увеличивает стоимость перелетов и время в пути. Авиакомпании предупреждают, если эскалация затянется, билеты подорожают еще сильнее. Давление создают и цены на топливо. При этом эксперты подчеркивают, интерес еще не означает реальное бронирование. Все будет зависеть от развития конфликта и ценовой динамики. Но уже сейчас очевидно, туризм быстро реагирует на геополитику, перераспределяя потоки в пользу более безопасных регионов. После начала войны на Ближнем Востоке, в марте 26 года, аэропорт Теруэль в регионе Арагон на востоке Испании превратился в площадку для временного хранения самолетов, задержавшихся в Европе из-за закрытия воздушного пространства. К 21 марта ожидается прибытие около 20 воздушных судов, в том числе 17 самолетов Qatar Airways, включая А-380 из Лондона. Аэропорт, ранее бывший военной базой и расположенный в зоне с низкой плотностью населения, обычно принимает лишь 2 самолета в день. С начала конфликта количество прибывающих широкофюзеляжных самолетов резко возросло. Это последствия ударов США и Израиля по объектам Ирана. Нарушение графиков полетов, постоянная смена маршрутов и рост цен на авиакеросин. Мы ожидаем около 20 самолетов на этой неделе. Впрочем, мы оцениваем ситуацию по неделям, поскольку прогноза на следующие 5 месяцев нет. Как мы уже говорили, это немного зависит от авиакомпаний из-за трудностей с организацией полетов, так как воздушное пространство закрывается. Поэтому нам придется посмотреть, как все это будет развиваться в ближайшие месяцы. Война длится уже 20 дней, так что она только начинается. Мы бы хотели, чтобы это закончилось, потому что наш основной бизнес — техническое обслуживание самолетов.
Чем больше самолетов летает по всему миру, тем больше активности в нашем аэропорту. Теруэль способен размещать до 250 широкофюзеляжных и 400 узкофюзеляжных самолетов. Благодаря сухому климату и отсутствию солей аэропорт обеспечивает сохранность самолетов, как это происходило во время пандемии COVID-19, когда здесь почти 2 года хранились около 140 воздушных судов, в том числе принадлежащих Люфтханзе. В индийском Сурате, одном из крупнейших текстильных центров страны, рабочие массово покидают город. Причина – острый дефицит бытового газа. Поставки сжиженного газа через Ормузский пролив почти остановились на фоне войны с Ираном. В результате предприятия на грани закрытия, а люди без средств к существованию. Рабочие говорят, газа нет уже несколько дней, готовить нечем, денег тоже не осталось. Многие возвращаются в родные деревни, не понимая, что будет дальше. Мы возвращаемся в нашу деревню. 5 дней у нас не было газа. Компания, в которой мы работаем, тоже вот-вот закроется. Так что же нам делать? Мы умираем от голода, поэтому мы вынуждены вернуться. Мой банковский счет закрыт, у меня мало денег, и газа тоже нет. Уже 15 дней у нас нет газа. Сначала у нас неделю не хватало газа в баллоне, а потом еще и объявили о дефиците топлива. Потом мы зарегистрировались в агентстве по продаже бытового газа, но они ничего не предоставляют. Кризис затронул и другие регионы. В штате Химачал-Прадеш даже в местном парламенте начали готовить еду на дровах. В связи с нехваткой сжиженного газа корпорация решила готовить еду на дровах. Дрова будут закуплены после получения разрешения от лесного департамента. Поэтому сейчас мы готовим еду на дровах. И все блюда для законодательного собрания штата, высокопоставленных лиц и других сотрудников доставляются отсюда. Власти Индии уже ввели экстренные меры. Переработчикам приказано увеличить производство газа и ограничить его поставки промышленности, чтобы сохранить ресурс для сотен миллионов домохозяйств. В казармах Пожиги состоялась торжественная церемония принятия присяги первых за 17 лет призывников в армию Хорватии. Около 800 новобранцев начали службу после возобновления обязательного призыва в рамках стратегии укрепления безопасности страны в составе ЕСМ. Министр обороны Иван Анушич отметил высокую скорость отклика на призыв, подчеркнув, что Хорватия — единственная страна НАТО, сумевшая восстановить основы военной подготовки за столь короткий срок. Более половины новобранцев были добровольцами, 10% — женщины, а лишь 10 человек отказались от службы по убеждениям. С введением призыва в Хорватии теперь 10 стран НАТО имеют обязательную военную службу, включая Грецию, Турцию, Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, Эстонию, Латвию и Литву. Мы потратили 1,5 года на подготовку правовой базы, инфраструктуры, вооруженных сил к их приему здесь, и нас ждал невероятный сюрприз, конечно же, позитивный, а именно то, что почти 100% приглашенных откликнулись на призыв и прошли базовую военную подготовку. И вы — первое поколение. Ваша задача — защищать суверенитет и территориальную целостность Республики Хорватия и хорватского народа. Этой задаче служила хорватская армия в 90-х годах. Эта задача стоит перед хорватской армией сегодня, в 2026 году. Мы — единственная страна в системе НАТО, которой удалось в столь короткие сроки восстановить основы военной подготовки и начать ее реализацию. Мусульмане всего мира сегодня празднуют Ид-аль-Фитр, как его называют в арабоязычных странах, или Ураза Байрам, так его принято называть в странах Центральной Азии и в России. Впервые за несколько месяцев главный пограничный переход в Торхаме в пятницу встретил праздник Ид-аль-Фитр в тишине вместо обстрелов. Пакистанские жители вдоль границы с Афганистаном смогли собраться с семьями и отметить праздник на фоне хрупкого перемирия, объявленного в среду. Прекращение боевых действий принесло облегчение, но последствия конфликта остаются тяжелыми. Многие дома разрушены, бизнес пострадал, а образование детей приостановлено на полгода. Несмотря на это, семьи смогли отметить праздник, а дети играли на открытом воздухе, наслаждаясь редким моментом спокойствия. Праздник Ид-аль-Фитр в Иерусалиме проходит в условиях ограничений. Верующие молятся прямо на улицах у мечети Аль-Акса. Доступ к комплексу остается закрытым на фоне войны США и Израиля с Ираном. Ограничения действуют уже несколько недель. Власти объясняют их соображениями безопасности, и поэтому одна из главных святынь ислама остается практически пустой. Мы привыкли молиться в мечети Аль-Акса на Ид, совершать праздничную молитву, но из-за закрытия мечети Аль-Акса я с детьми пришел сюда, чтобы хотя бы видеть ее и почувствовать атмосферу праздника. Ид без Аль-Аксы — это не полный праздник. В Ливане Ид-аль-Фитр проходит на фоне войны. В Бейруте и Сайде верующие вышли на праздничные молитвы, несмотря на продолжающиеся обстрелы. Жители говорят, главное сейчас, чтобы конфликт между Хизбаллой и Израилем как можно скорее закончился. Его эскалация уже привела к тысячам погибших и массовому бегству населения. Честно говоря, в сердцах людей тяжесть.
Радость неполная. Я думаю, людям нужна радость. Им нужно счастье. Люди хотят быть счастливыми. Этой стране нужна безопасность и стабильность. Мы все надеемся, что грядущие дни будут лучше, и что война закончится как можно скорее. А это Каир, столица Египта. Здесь мусульмане тоже провели день с праздничными молитвами в честь Ид-аль-Фитр, который открывает месяц Шавваль после Рамадана. Верующие выразили надежду на безопасность и мир в регионе на фоне продолжающегося конфликта между США, Израилем и Ираном. Мы желаем всем арабским народам добра. Пусть они всегда будут добрыми. И, конечно же, чтобы наша страна Египет была доброй. Все арабские страны вокруг нас, наши братья и наши народы. Мы желаем всем арабским народам добра. В Багдаде мусульмане собрались в мечети и у святыни шейха Абдул-Кадира Аль-Киляни, чтобы отметить Ид-аль-Фитр. Праздник проходит на фоне продолжающейся уже 3 недели войны США и Израиля с Ираном, которая унесла тысячи жизней, затронула соседние страны и вызвала глобальные экономические потрясения. В тот же день Израиль нанес новые удары по Тегерану, а Бахрейн, Кувейт и ОАЭ сообщили о ракетных атаках на своей территории. Как мы были едины в молитвах на Ид-аль-Фитр, стоя плечом к плечу, молясь и воспевая Творца вместе в один голос, так и все мусульмане должны объединиться на общей основе. Сейчас мы должны объединиться против врага. Сейчас на нас нападают. Вчера это была Палестина, затем Ливан, а теперь Иран, и настанет очередь остальных. Единственный выход и решение — это объединение мусульман. Пусть мы все будем едины каждый год, если на то будет воля Аллаха. Мы не говорим, что у нас все хорошо, потому что сейчас нам нехорошо. В Эр-Рияде мусульмане собрались в мечети шейха Сулеймана Аль-Авды для молитв Ид-аль-Фитр, завершающего месяц Рамадан. Праздник отмечается коллективными молитвами, трапезами и благотворительностью, символизируя благодарность и единство верующих. Торжества проходят на фоне продолжающейся 3 недели войны США и Израиля с Ираном, которая нарушила стабильность в регионе и вызвала рост мировых цен на нефть. Как видите, месяц Рамадан наполнен духовностью, спокойствием и миром, несмотря на многочисленные сообщения о войнах, проблемах и страхе в других странах, а также о том, что люди ищут убежище в приютах и других местах. Но, слава Богу, мы в безопасности, и наше мудрое правительство не преминуло сообщить нам эту благую весть. Это принесло мир людям. В испанской Валенсии проходит один из самых ярких и символичных праздников – Фальяс. На улицах города десятки огромных сатирических фигур, так называемых нинотов, высотой в несколько метров. Их создают из дерева, гипса и папье-маше, а затем выставляют на всеобщее обозрение всего на несколько дней. В этом году центральной темой стала война. Среди персонажей – политики и мировые лидеры, в том числе Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху, представленные в ироничных и критических сценах. Полагаю, это комментарий к текущим новостям на телевидении. И я считаю, что критиковать происходящее сегодня вполне допустимо. Сейчас 10 утра, а на улицах уже люди. Меня поражает невероятная высота всего этого, потому что я никогда раньше не была на этом фестивале вживую, и, честно говоря, он меня очень впечатлил. Я здесь впервые. Никогда раньше не был. Я из Фигереса, Жирона, и мы приехали специально, чтобы это увидеть. Всего 1 день, чтобы добраться сюда и уехать. Это очень масштабно. Так много всего. Я думал, что фигур меньше, что их будет меньше, и действительно атмосфера очень хорошая. Главная композиция на площади мэрии — гигантская фигура Чарли Чаплина в образе солдата из фильма «Плечом к плечу» с надписью «Надежда». И именно она становится финальным акцентом праздника, где ирония, искусство и огонь соединяются в одну историю. Кульминация праздника — традиционное сожжение всех фигур. Огонь здесь не разрушение, а очищение и символ обновления. Я думаю, это зрелище. Я андалузка, из Чекланы, и с самого детства я воспринимала это как нечто поистине захватывающее. Это искусство. Это действительно искусство. Это прекрасно. Я имею в виду, куда ни посмотришь. В каждом уголке искусство, и я его обожаю. В субботу в мире поп-музыки ожидается одно из главных музыкальных событий десятилетия. Впервые стриминговый сервис Netflix в прямом эфире покажет концерт кей-поп группы BTS. Она возвращается на сцену после того, как ее участники вернулись с обязательной для всех службы в южнокорейской армии. Ожидание этого концерта среди поклонников группы настолько велико, что билеты на сам концерт вживую купить было нельзя. Их разыгрывали в лотерее по всему миру. Расстояние не имеет значения, когда речь идет о BTS. Поэтому, когда я увидела объявление о том, что меня выбрали одной из победительниц Arirang Comeback Live, я сразу же купила билет, независимо от цены, просто чтобы увидеть их вживую. Сейчас увидеть BTS вживую — это настоящая привилегия, а достать билеты очень сложно. Армий много, конкурентов много.
Поэтому увидеть их вживую — это действительно незабываемый опыт. Мероприятие продолжительностью 1 час пройдет в субботу и будет транслироваться в 190 странах. Оно приурочено к выпуску первого за 3 года альбома группы и старту мирового тура в апреле. Сам концерт пройдет на площади Кванхвамун в Сеуле. Учитывая феноменальную популярность группы, в городе за несколько дней до концерта начинают вводить особые меры безопасности. По прогнозам Министерства внутренних дел, на концерт на площади придут около 260 тысяч человек, что сделает его одним из крупнейших массовых мероприятий в этом районе со времен чемпионата мира по футболу 2002 года. Общественная безопасность — наш главный приоритет. Ожидается, что на концерте возвращения BTS в Кванхвамуне будет много иностранных гостей, и мы надеемся, что они смогут ощутить, что означает безопасность в Корее как часть корейской культуры. Компании мобильной связи развертывают временную инфраструктуру для предотвращения перегрузки сети. Местные розничные торговцы также готовятся к увеличению спроса. Запасы наиболее популярных у поклонников группы товаров увеличили почти в 10 раз. Это банановое молоко, лапша быстрого приготовления, бутилированная вода и сувениры, связанные с группой BTS. Готовность к концерту кей-поп-группы проверяет лично мэр южнокорейской столицы. Прежде всего, правительство Сеула сделает все возможное, чтобы это возвращение BTS на сцену прошло в праздничной атмосфере. Безопасность остается нашим главным приоритетом, но мы также будем гибко реагировать на все нюансы, чтобы мероприятие прошло безопасно, приятно и в радостной обстановке.